Всем доброго утра, хорошего дня, уютного вечера и мирного неба над головой. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я вам покажу и расскажу, как связать такие кроссовки. Связаны эти кроссовки с Alize Diva Silk Effect с эффектом шелка. У меня ушло на эти кроссовки где-то примерно 160 грамм. Вот это у меня остаток от 2 мотков. Мотки по 100 грамм. Всего тут около 40 грамм осталось. Зеленого немножко побольше, желтого поменьше. Вязала я крючком 2 миллиметра в 2 нитки. Конечно, подошву, вернее, стельку я обвязала в одну нитку, а потом все в 2 нитки. Получились плотные, хорошие кроссовки. Я вам покажу, расскажу, как я все это делала. Ну, прям не по петелечкам, ну, по крайней мере, постараюсь на самых основных моментах заострить внимание. Я прокладывала здесь шов, вернее не шов, а косичку. Покажу, как я это делала, чтобы скрыть более-менее переходы цвета, потому что, как всегда, где переход цвета, оно как-то так сильно бросается в глаза. Здесь-то я специально это сделала даже через один столбик в нижний ряд, чтобы компенсировать, не резко перейти на другой цвет. Это было сделано специально, а везде я просто постаралась это скрыть. Меня очень часто просят показать, как моя вязаная обувь выглядит на ногах. Сейчас я вам покажу фото, посмотрите, а дальше начнем вязать. Вязать я буду эти кроссовки из пряжи Alize Diva с эффектом шелка. Толщина пряжи 350 метров в 100 граммах. У меня 2 цвета. Один зеленый, это этикеточка с этого цвета, номер 123. И желтый, номер 110. Это если кому интересно. Крючком я буду вязать 2,5. Вот у меня крючок металлический. С одной стороны 2 миллиметра, а с другой стороны 2,5. Буду вязать крючком 2,5. Я сейчас вам показываю стельку, которую я уже вырезала, проколола отверстие. Как я все это делаю, как я вырезаю стельки из кожкартона. У меня на канале есть видео, я специально его сделала, наверное, год или 2 назад, я уже не помню. Вот сейчас появится подсказка в правом верхнем углу видео. И под видео я обязательно в описании оставлю ссылку, как вырезать, как определить, какую надо вырезать стельку, как ее вырезать, как разметить отверстие. Хочу вам сказать, что в том видео я делаю ошибку. Говорю, что в 2 клеточках 2 сантиметра. Извините, это моя оговорка. Мне в комментариях там много пишут замечания по поводу этого, делают, настаивают на том, что 2 клеточки тетрадного листа это 1 сантиметр. Да, это 1 сантиметр. Тут даже видно, что это 1 сантиметр. Я просто ошиблась. Это оговорка. Когда пишешь видео, обычно концентрируешься на чем-то другом, иногда говоришь глупости. Так, оправдалась. Теперь я вязать буду сначала зеленой ниткой. Я уже одну стельку обвязала. Вот она, уже обвязана.
Значит, сейчас немножко расскажу, потому что более подробно вы посмотрите в том видео, чтобы я не занимала ваше время. И все, начинаю я обычно с внутренней стороны вязать, чтобы там образовывается, когда я делаю соединительную петлю какой-то небольшой такой вот типа шовчик, значит, чтобы он был внутри, с внутренней стороны стельки. Потом я начинаю в каждое отверстие провязываю по 2 столбика. На закруглениях я провязываю по 3 столбика, может по 4. Это в том видео я тоже говорю. Это надо смотреть, как вы вяжете и как у вас ведет себя эта обвязка. Я для себя определила, что я вяжу по 2 столбика, потом вот эти вот петельки я провязываю по 3 столбика, вернее в эти отверстия провязываю по 3 столбика, дальше опять вяжу по 2 столбика, вот у меня отмечены тоже, начиная с этой и до этой я вяжу по 3 столбика, и это меня устраивает. Это все определяю опытным путем. Так, рассказала. Еще раз повторяю, что обвязывать я буду стельку, вернее не повторяю, я говорю, что я обвязывать стельку буду в 1 нитку. Дальше я буду вязать в 2. Сейчас я начинаю вязать в 1 нитку, разворачиваю стельку изнаночной стороной к себе, вставляю крючок. Это я сейчас определила с тем, где я крючком буду вязать, потому что можно ошибиться. Он у меня двухсторонний. И обвязываю в первое отверстие, я всегда вяжу 1 столбик. Потом, когда уже дохожу, замыкаю круг, я сюда провязываю еще 1 столбик и соединяю, делаю соединительную петлю. Кончик я буду ввязывать. Вяжу не очень туго, чтобы не стягивалась моя стелька. Вот таким образом, да, вот так легко сказать, таким образом. Таким образом я обвязываю стельку. Я уже вам сказала, куда я буду провязывать по 2 столбика, куда по 3. И обвяжу таким образом. Провязала я 2 столбика в последнее отверстие свободное. Здесь, вы помните, у меня 1 столбик провязан. Провязываю я сюда еще 1 столбик. И делаю соединительную петлю. Такой вопрос ко мне был, когда я вяжу, делаю соединительную петлю в конце каждого ряда. И меня спрашивают, вы пропускаете в конце каждого ряда петлю? Нет, я ее не пропускаю, я просто делаю соединительную петлю. Сейчас я провяжу ряд, покажу, какой эффект получается, такое впечатление, как вроде бы вот она у меня петля, я в нее не вяжу, просто через нее перескакиваю. Сейчас довяжу опять до этого соединения и вам покажу это. В результате моего провязывания у меня получилось 126 столбиков, естественно, 126 петель. Для чего я это говорю? Для того, чтобы вы периодически проверяли себя, потому что, может быть, где-то отвлеклись, и получится, либо вы потеряли одну петлю, либо нашли мы где-то ее, что у вас получится либо меньше, либо больше петель. И тогда в паре обуви каждая половинка из этих пар будет разная по размеру. Ну, она хоть на 1 петлю, но все равно это будет. Лично я этого не люблю, и я буду это знать и чувствовать. Я всегда распущу и начну снова вязать, чтобы знать, что у меня одинаковое количество петель. Сейчас я довяжу опять ряд. Здесь я уже начинаю вязать в 2 нити. Добавляю еще 1 нить и буду вязать бортик в 2 нити. Довязал я первый ряд бортика. Я не учитываю ряд обвязки подошвы. Это у меня первый ряд бортика. Всего у меня их будет 4 ряда. И вот смотрите, вот это первая
соединительная петля. Вот она. Если я сейчас в нее провяжу столбик, у меня увеличится количество петель на одну. И если в каждом ряду это делать, у меня будет все время расширяться этот бортик. Значит, я сюда не провязываю, мне надо сделать еще одну соединительную петлю, чтобы перейти на второй ряд. Под петельку первую, которая у меня получилась в результате начала вязания бортика. Вот я провязала, сделала соединительную петлю. Это соединительная над первой соединительной. Делаю петлю подъема. И сюда же я провязываю столбик без накида. И так я провяжу сейчас еще 3 ряда. То есть бортик у меня будет состоять из 4 рядов. Навязала 4-й ряд бортика. Опять-таки повторяю, вот моя соединительная петля. Делаю еще одну соединительную петлю в этом ряду. И у меня получается 26 петель в ряду. Так, теперь я буду вязать последний ряд на ряд ниже. Буду делать объемные такие столбики без накида. Я не знаю, вы замечали или нет, если вяжешь столбик без накида на ряд ниже, то с изнаночной стороны он получается более выпуклым и такой валик красивый. Поэтому я делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и начинаю вязать с изнанки. В нижний ряд, вот не сюда я провязала, сюда вставляю крючок, провязываю столбик без накида. Опять в нижний ряд, не в 4-й ряд, который я закончила только что вязать, а в 3-й ряд вставляю крючок и вяжу столбик без накида. И так я провяжу по кругу до конца ряда. Потом вернусь к вам и покажу, что довязала я рулик, вернее валик. Вот смотрите, как он выглядит. Он более выпуклый с изнаночной стороны, потому что я вязала с изнанки подошвы. И это у меня было лицо, а это изнанка. И вот как выглядит теперь обвязка на ряд ниже. И если вставить в подошву эту стельку, ой, да не та подошва у меня, сейчас возьму. Я вставила стельку с обвязкой в подошву, она еще не приклеена, не прошита. Смотрите, вот этот валик, который образовался в результате провязки в нижний ряд, красиво ложится на бортик. Вот он, на бортик подошвы. Он более объемный и красиво выглядит. Что я буду делать сейчас? Я сделаю соединительную петлю, петля подъема, разворачиваюсь в обратную сторону и по лицевой стороне провяжу ряд столбиков без накида. Затем повторю ту же самую операцию, развернусь и по изнанке провяжу еще раз столбики без накида на ряд ниже. И потом буду вклеивать подошву, вернее, стельку в подошву. Ну, когда я провяжу еще один ряд такого валика, вернее, сделаю еще один такой валик, я вам покажу его, а потом уже буду вклеивать. Провязала я 25 столбиков. Помните, что у меня их должно быть 26, то есть 26 петель. Обрезаю нить вот таким образом. Потом ввожу крючок под первую петлю, под обе
дужки первой петли, вытягиваю нить. Теперь ввожу под дужку петли переднюю и протягиваю опять нитку. Все, у меня образовалась дополнительная петля, то есть 26-я. Вот она. Она будет у меня участвовать потом в вязании. Все. Закончила я подошву, вернее, обвязывать стельку. Теперь мне осталось связать вторую и вклеить в подошву. А потом я к вам вернусь. Провязала я бортики, вклеила в подошву, потом прошила. Как прошивать, я вам показывала в том видео, на которое делала ссылку. Посмотрите, как это делается. Приклеивала я клеем Десмокол. Прежде чем приклеить, я подошву обработала наждачкой. Потом протерла спиртом, все убрала ту пыль, которая осталась от протирания, и обезжирила спиртом. И то же самое я сделала со стелькой с обратной стороны. Потом все это хорошенько, обильно промазала. Ну, вы же помните, что подошва имеет пустоты. Значит, вот эти вот бортики, вдоль бортика, вот эту поверхность я очень хорошо промазала. Естественно, тут на этих решеточках промазала. Потом промазала стельку с обратной стороны, стараясь не попасть на дырочки, чтобы не просочился клей вовнутрь. Дала чуть-чуть, буквально пару минут подсохнуть. Вставила и хорошо прижала. Это можно сделать любым инструментом, чтобы хорошо его продавить, прижать. Руками, конечно, это сложновато, но что вы посчитаете приемлемым, можно придавить. Я это делала рукоятью молотка, деревянной рукоятью. Прожала, несколько раз провела, придавила. Сутки они у меня простояли. Ну, в принципе, проклеилась хорошо, нигде ничего не отрывалось. Но я не знаю, почему-то, не знаю, может быть, это моя ментальность такая. Я смотрю, некоторые девочки просто проклеивают и не прошивают, но я всегда прошиваю. Мне не хочется потом оказаться в неприятной ситуации, когда где-то что-то начнет отрываться. На расстоянии 1 сантиметр сделала дырочки. Я не отмечала ни ручкой, ни карандашом, потому что потом это очень сложно вымывается, будут какие-то пятна. Я делала это на глаз. Вот такие вот стежки, это расстояние между дырочками, примерно так аккуратно на глаз. Ну, как-то меня еще мой глазомер никогда не подводил. Все получилось аккуратно и хорошо. Ну, теперь надо начинать вязать мысок. Мысок я буду начинать вязать на 11 петлях. Вот это у меня маркер середина. Я когда размечала, делала выкройку для стельки, вы помните, я размечала там середину, и по этой середине я сделала тут небольшую отметочку. Вот, это моя середина. Сейчас я вам покажу, как я буду начинать вязать. Итак, начинаю вязать мысок. Мысок у меня на 11 петлях. Вот это центральная петля. Будет у меня он провязан на 9 рядах. В каждом втором ряду я буду вязать на ряд ниже столбики. И для того, чтобы у меня не было такого большого объема, как на бортике, где я провязывала на ряд ниже с изнанки, я буду вязать этот элемент с лицевой стороны. Значит, обычный ряд столбиков у меня должен быть провязан с изнаночной стороны. Для этого я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 петель, вставляю крючок с лицевой стороны, не той стороной крючок ставила, вставляю крючок с лицевой стороны. Теперь я в дальнейшем буду вязать все в 2 нити.
А для чего я с лицевой вставляю крючок? Чтобы у меня кончик нити оказался с изнаночной стороны, чтобы его было удобнее ввязывать. Прокладываю этот кончик нити, сделала петлю подъема и начинаю вязать в каждую петельку столбик без накида. 11 столбиков без накида. 10, 11. 11 столбиков без накида. Теперь я разворачиваю вязание в обратную сторону. Я разворачиваю всегда таким образом, чтобы у меня нитка оказывалась на изнанке. Чтобы не провязала 11 столбиков. Теперь я развернула вязание, вяжу в обратную сторону. Вот эта петля у меня остается свободно, в нее я ничего не провязываю. Здесь я вяжу на ряд ниже. Я специально так поставила свое вязание, чтобы вам показать, как я это делаю. Вяжу через камеру. Так, раз, два, три, 4. И так я провяжу все 10 столбиков. Почему 10? Потому что в один столбик я ничего не провязывала. Один столбик я пропустила. 9. И 10, откуда я вывязывала первую, поднимала первую петлю. 10. Теперь следующую петельку я провязываю столбик без накида, во вторую петлю просто соединительную петлю, вот таким образом. То есть я сделала уже здесь прибавки. С этой стороны я прибавки не делала, потому что я провязала 11 петель, вернула сюда, сделала прибавку, и теперь буду постоянно в двух рядах, вернее, с одной стороны и с другой делать прибавки. То есть это первый столбик, это у меня был последний столбик в ряду, соединительная петля, это уже у меня подъем на следующий ряд. Разворачиваю вязание. Я всегда разворачиваю таким образом, чтобы у меня нить уходила вовнутрь вязания, не с лицевой стороны. Развернула. Опять-таки в первую петлю я столбик не провязываю, провязываю во вторую петлю. Обычные столбики без накида. Провязала 11 столбиков. Опять делаю прибавку, вернее заканчиваю ряд. Это уже будет считаться у меня прибавкой. Это 12 столбик, и 13 у меня просто соединительная петля. И так я провяжу 9 рядов для того, чтобы провязать мысок. Мысок у меня зеленый, и у меня будет здесь 9 рядов. Возвращаюсь назад уже на ряд ниже, и так каждый второй ряд. Провязала я 9 ряд, обрезаю нитку, и тут я уже буду вязать. Вот соединительную петлю я еще не сделала, вернее соединительный столбик или соединительная петля. Соединительную петлю я буду делать уже желтой ниточкой, и опять-таки с лицевой стороной вставляю крючок, подхватываю нитку, и делаю соединительную петлю. Разворачиваю вязание, и назад я уже начинаю вязать желтой нитью, и не каждый столбик у меня будет провязан на ряд ниже, а через один. Вот первый столбик у меня провязывается на ряд ниже,
провязала. Следующий столбик у меня обычный столбик без накида. Опять на ряд ниже. Обычный столбик без накида. На ряд ниже. Обычный столбик без накида. Так до конца ряда. И так получается красивый переход от зеленого цвета к желтому. Видите, он такой будет зубчиками переход. Сейчас довяжу до конца. Ряд так же, как и предыдущие. Столбик без накида, соединительная петля. Опять-таки, первую петлю я не провязываю ничего. И теперь смотрим. Вот смотрите, здесь у меня столбик на ряд ниже. Здесь обычный столбик. Значит, здесь должен быть столбик на ряд ниже. Я в эту петлю провязываю обычный столбик. То есть чередую в шахматном порядке. Здесь у меня был провязан столбик на ряд ниже. Я провязываю, вернее, столбик обычный, я провязываю здесь столбик на ряд ниже. Это тоже уплотняет вязание. Столбик на ряд ниже провязываю обычный столбик. Итак, чередуя ряды и провязывая в шахматном порядке столбики на ряд ниже и столбик обычный, я провяжу 18 рядов желтой нитью. В итоге мысок, вернее, передняя часть у меня составлять будет 27 рядов. Провязала я 18 рядов желтым. Закончила я на противоположной стороне, не от той, с которой я начинала, потому что вы помните, что я в начале не делала прибавки с этой стороны, а вернулась назад. И первая прибавка была сделана с этой стороны, а последние прибавки с этой. То есть я выровняла, чтобы у меня не было перекошенного мыска. Итак, я хочу вам что сказать. Я все свои ряды записываю. Конечно, тут подчеркано, вымазано. Ну вот смотрите, вот у меня 9 рядов у меня было зеленый, дальше у меня пошло желтый. И по количеству петель я все отмечала, чтобы у меня не было никакой ошибки. Чтобы один и второй кроссовок у меня был одинаково связан. Так, теперь я буду начинать вязать пятку. Вот у меня середина, тут у меня 63 петли, середина. Я опять буду начинать с изнанки, потому что пятка у меня тоже будет провязываться уплотненной в каждом втором ряду на ряд ниже. Сейчас я отсчитаю петли и к вам распределила я петли. На первый ряд пятки у меня уходит 23 петли. По 11 петель с каждой стороны, центральная 23 петля. Итак, я уже сказала, что я буду начинать вязать тоже с изнаночного ряда. Ввожу крючок, снимаю маркер, он мне уже не нужен. Присоединяю нить и обычными столбиками без накида провязываю до следующего маркера. С центральной петли я просто сброшу маркер, а довяжу до этой петли, то есть включая эту петлю, где у меня маркер, обычными столбиками. Последняя петля 23 соединительная, разворачиваю и вяжу в обратном направлении. В эту петлю я ничего не провязываю. Дальше я все петли провязываю, вернее все столбики провязываю на ряд ниже до начала на следующем. Довязала до противоположного бортика. Вот первый столбик, куда я присоединяла нитку. Ну, я сюда столбик не буду провязывать. Что я делаю теперь?
Теперь я вытягиваю петлю подлиннее. Через эту петлю протягиваю клубок и затягиваю петлю потуже. Затянула. Прокладываю нитку по бортику. Меняю цвет нити. Беру желтую нитку. Так, здесь у меня уже провязано. Я не считаю эту петлю. Раз, два. Вот сюда ввожу крючок. Подхватываю желтую ниточку. Этот кончик я ввязываю. Он мне понадобится при вывязывании следующей полосочки. То есть у меня пятка будет полосатая. 2 ряда зеленая, 2 ряда желтая. Воздушная петля. Разворачиваю и по изнанке начинаю вязать столбики без накида желтого цвета. Тут, считаем, мы уже провязали. Тут уже у нас петля задействована. Следующее. Провязываю. Теперь в ту петлю, откуда я начинала вязать зеленой нитью, я тоже провязываю желтый столбик. Подтягиваю зеленую нить и начинаю вязать столбики без накида до противоположного бортика. В ту петлю, в которую я провязывала соединительный столбик в конце зеленого ряда, я провязываю тоже столбик без накида. Провязываю 2 столбика без накида, вернее 1 столбик без накида еще. И соединительная петля. То есть у меня добавилось 4 петли в пятке. 2 с одной стороны, 2 с одной стороны, 2 с другой. Разворачиваю вязание и начинаю опять провязывать столбики без накида на ряд ниже до противоположного края. В ту петлю, в которую я провязывала соединительную петлю, я не вяжу столбик в нижний ряд. Провязываем до противоположного ряда. Довязала я. Опять в первую петлю, из которой я начинала вязать желтой нитью, я не провязываю столбик. Вытягиваю петлю, через нее протягиваю желтую клубочек, туго затягиваю, прокладываю обе кончика желтой нити на бортик и точно так же, как я начинала вязать желтой, начинаю вязать зеленой. То есть раз, два, во вторую петлю от начала желтого ряда вставляю крючок. Но тут уже можно так не делать, потому что у меня уже закреплен кончик. Можно уже с изнанки и начинать. Вот во вторую петлю вставляю крючок и начинаю вязать зеленую полосочку. И так я буду чередовать эти полосочки. В 5-й полосочке я буду делать сокращение. Это будет у меня, наверное, зеленая полоска, да? Раз, два, три, 4, да, 5-я полоска у меня тоже будет зеленая. Я тогда вернусь к вам и покажу, как я буду делать убавление на пятки, чтобы пяточка лучше прилегала к ноге. 5-я полоска зеленая. Я провязала 39 столбиков
без накида. Так как у меня в каждом ряду прибавляется по 4 столбика, в результате у меня получилось 39 столбиков в этом ряду. Сейчас я провяжу 16 столбиков. Я учитываю и тот столбик, вот он, который я не провязываю, это последняя соединительная петля. Я ее же не провязываю сюда, но я ее считаю. Значит, это у меня второй столбик. Третий столбик. Итак, 16 столбиков я провяжу. И потом вам покажу, что я буду делать. Провязала я 16 столбиков. Теперь, обычно мы как делаем сокращение? Провязываем 2 столбика в один, то есть делаем сокращение, провязываем 2 столбика вместе с одной вершиной. Я сейчас этого делать не буду, потому что здесь получится некрасиво. Я уже, как вы понимаете, один начала вязать, я их вяжу одновременно, и на том тестирую, на этом я уже провязываю, зная, что я делаю. Значит, вот сюда я не провязываю, я пропускаю, провязываю следующий столбик. Это у меня будет 1 столбик, 2, 3, 4, 5 столбиков. И опять я перешагиваю через один. Провязываю столбик на ряд ниже через один. Провязала. Ничего не видно, где я там сокращала, где я провязывала. И теперь опять довязываю до конца уже 16 столбиков на ряд ниже. Шестая полосочка у меня желтая. Здесь я тоже буду делать убавление на пятки. Значит, здесь у меня прибавилось с каждой стороны по 2 столбика, потому что 4 столбика в каждом ряду прибавляется. Но в предыдущем ряду у меня уменьшилось на 2 столбика. Значит, здесь я провяжу 18 столбиков в нижний ряд. Потом один пропущу, провяжу 3 столбика в нижний ряд, то есть на 2 столбика меньше, потому что у меня в центре сократились столбики, уменьшились в прошлом ряду, в прошлой полосочке. И дальше опять провяжу 18 столбиков в нижний ряд. Закончила я пятку полностью. Ну, как полностью, она тут еще будет обвязываться, когда я полностью закончу весь кроссовок. Будет еще обвязка небольшая. Теперь мне надо связать язычок. Я на первом кроссовке сначала связала вот эти клапаны, а потом вязала язычок. Но это еще тамарока, потому что я язычок вязала за задние половинки петли. Это очень сложно. Из-за угла, можно сказать, вязала. Но теперь я уже знаю, какой длины мне нужен этот язычок, то я могу смело сначала связать язычок, а потом вязать эти клапаны. Итак, я отметила 6 петель для клапана. Но клапан у меня будет на 8 петлях, значит мне 2 петли надо будет провязать за заднюю стенку. Вернее, даже 4, потому что у меня еще 2 столбика тут уйдет на обвязку клапана. Значит, сначала я провязываю за заднюю стенку 4 петли, вернее 4 столбика за заднюю стенку провязываю. Первый столбик, петля подъема, и сюда же я провязываю столбик без накида. Второй столбик,
без накида. И так я провяжу 4 столбика без накида. Дальше я буду вязать, уже включая столбики в рисунок, то есть сохраняя рисунок мыска. Последние 4 столбика я провяжу точно так же за задние стенки. И потом вам покажу, что я буду делать. Так, вот провязала я 4 столбика за задние. Провязала я все петли язычка, последние 4 тоже провязала, вернее все столбики, 4 провязала за заднюю стенку петли. Вот мои 1, 2, 3, 4 столбика. Теперь мне их надо включать уже в рисунок. Последний столбик перед 4 у меня был провязан в нижний ряд, значит теперь он будет провязан обычным столбиком, нижний ряд, обычный, нижний ряд, обычный. Значит, первый у меня обычный столбик, то есть я включаю уже его в рисунок, чтобы он ничем не отличался, язычок, от мыска. Здесь в нижний ряд, и надо смотреть, чтобы не зацепить петельку, ту половинку петельки, не провязать ее, потому что потом мы не сможем хорошо связать клапан. Вот я вставляю крючок, особенно когда мы вяжем в нижний ряд столбик. Вставляю крючок и смотрю, чтобы у меня крючок вышел сверху этой половинки петли. Вышел. Протягиваю столбик. Следующий столбик у меня обычный. Ну и так далее. Обязательно надо следить, чтобы не зацепить половинку петли. Я практически связала язычок. Теперь у меня осталось еще 2 ряда. Я в этих 2 рядах сделаю закругление. Воздушная петля. Разворачиваю вязание. И теперь, если я провязывала столбик без накида сразу сюда же, откуда вывязана воздушная петля, то сейчас я буду перемещаться. Столбик в нижний ряд. Я сдвигаюсь, видите, я не сюда же, а в следующую петлю провязываю. Дальше столбик обычный, столбик в нижний ряд и до следующего края. Не довязывая одного столбика, я делаю соединительную петлю туда, где должен быть столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваюсь и опять-таки, не провязывая столбик без накида сюда, откуда вывязана петля, я провязываю столбик через эту петлю, то есть в следующий столбик. Всего у меня петель было, вернее столбиков 25. Сейчас у меня уже 23, потому что 2 столбика я сократила. Сократила еще 1 столбик, это уже 22. Вот сейчас я 2 столбика провяжу. И, вернее, не 22, а 21, потому что мне надо еще 1 столбик сократить в конце ряда. 21 столбик провяжу. И точно так же сделаю в последний столбик соединительную петлю. То есть не довязываю. Вот, провязала 21 столбик и последний штрих, соединительная петля. Все. Я сделала небольшие закругления. Теперь я обрезаю нитку. Язычок у меня готов. Правда, его потом еще надо будет обвязать, но это уже в конце. Итак, язычок я связала. Я его спрятала, чтобы он мне не мешал. Если вы помните, у меня здесь 4 передние стенки свободны. 2 я пропускаю, оставляю для обвязки. Это будет потом уже в дальнейшем обвязываться. И следующие 2 я вовлекаю в работу. Вставляю крючок. Петля подъема. Сюда же, откуда у меня провязана петля подъема, провязываю
столбик с накидом, следующую полупетлю точно так же провязываю. Вставляю крючок и точно так же сюда провязываю столбик без накида. Не помню, какой я назвала тот столбик, но все столбики у меня без накида. Теперь я провяжу 2 столбика без накида за заднюю стенку петли. Это у меня будет, вернее, за заднюю, за переднюю стенку петли, а заднюю я оставляю свободную для того, чтобы у меня было потом место, как обвязать язычок. Провязываю еще одну и 4 столбик тоже я провяжу за переднюю стенку. Задняя стенка у меня останется свободная для обвязки язычка. Провязала. Дальше я провязываю уже столбики по рисунку. Здесь у меня короткий столбик. Здесь длинный столбик. Кончик ввязываю. Так, это у нас 4, уже 6 столбиков. Следующий короткий 7. Длинный 8. Следующий столбик я уже провязываю на бортик, просто обычный столбик без накида. Так. В общем, вы поняли, я сейчас их провяжу, потом к вам вернусь. Итак, я провязала столбик без накида. Следующая у меня соединительная петля. Разворачиваюсь. И в первый столбик я пропускаю, не буду в него провязывать. Дальше я провязываю по рисунку. Так, здесь у меня длинный столбик, значит тут он будет длинный, а здесь уже будет короткий. Провязываю длинный столбик, вовлекаю в рисунок все столбики, которые у меня уже есть. Точно так же я буду делать и с теми столбиками, которые я вывязывала в начале. Можно я вам буду просто рассказывать, потому что при вязании обуви это еще та морока, такие вещи показывать. Значит, провязала я длинный столбик. Дальше у меня короткий столбик. Опять длинный, то есть в нижний ряд. Естественно, и вновь испеченные столбики я буду провязывать таким же образом, но здесь надо следить за тем, чтобы не зацепить вот эти 2 полупетли, которые у меня новенькие появились, те, которые, где я вязала за переднюю стенку, а оставались свободные задние стеночки, потому что это мне надо будет для обвязки. Так, тут у меня получается должен быть длинный столбик, и я провязываю аккуратненько, чтобы не зацепить половинку петли, которая у меня свободна. Следующий столбик короткий, обычный столбик. В общем, следующие столбики я провязываю тоже по рисунку. Вовлекаю уже их в рисунок. Так, теперь по рисунку я буду вязать все столбики по рисунку, и
в каждом ряду прибавлять по 2 столбика. Вот столбик, соединительная петля, столбик, соединительная петля, столбик, соединительная петля, пока я дойду до уже связанной пятки. Сейчас я это провяжу, потом покажу, что буду делать. Закончились у меня все петли на столбиках, на бортике. Вот у меня первая петля, где я провязывала последнюю соединительную петлю пятки. Значит, сюда я провязываю столбик с накидом. Я теперь буду взбираться по этой волне по пяточке. Столбик с накидом. Следующую петлю соединительная петля. То есть парно все у меня идет. Столбик с накидом, соединительная петля, столбик с накидом, соединительная петля. Разворачиваюсь и вяжу в обратном направлении. Здесь точно так же развернулась и вяжу до пятки, на пятки. Столбик с накидом, соединительная петля. Развернулась. И таким образом я буду вязать до тех пор, пока я посчитаю, что мне достаточно. То есть, когда при примерке вы будете надевать на ногу кроссовок, вы уже смотрите, как у вас ложится вот этот клапан. Либо он прям уже у вас на щиколотку ложится, либо он ложится вокруг щиколотки, либо вы можете ее сделать немножко ниже, чтобы было вид более летней обуви. У меня будет оно чуть-чуть не доходя до щиколотки, то есть это будет уже такая межсезонье. И вот я сейчас провяжу и потом вам покажу, что у меня получится. В принципе, я уже знаю, сколько мне надо провязать, сколько у меня тут в результате должно. С каждым рядом у меня увеличивается на 1 столбик, то есть 2 столбика увеличится, потом один мы не провязываем. В общем, в результате у меня получается, что 2 ряда у меня увеличивает клапан на 1 столбик. Я сейчас довяжу и потом вернусь к вам. Закончила я последний ряд. Обрезаю ниточку. Вот что у меня получилось. Ну, тут еще будет обвязка, немножко еще поднимется на 2 ряда. Для меня это нормально. Вот какой клапан. Теперь надо связать с другой стороны точно такой же. Здесь я буду вязать, начинать с изнанки. Опять-таки буду начинать вязать с 2 полупетель, 2 пропущу, это будет для обвязки, 2. Все аналогично, как и здесь, только получается, что у меня изнанка будет сначала, потом лицо, изнанка, потом лицо. И естественно, когда ряд вяжется к бортику, он на 1 петлю больше, когда назад на 1 петлю, вернее на 1 столбик меньше, потому что мы первый столбик не провязываем, точно так же, как и на мыске. Удачи! Итак, довязала я оба клапана. Как вроде бы можно уже и обвязывать все, заканчивать. Но я, если вы заметили, что я не провязывала отверстий для шнуровки. Почему я не провязывала? Я буду ставить люверсы, но когда-то я 1 раз попробовала сделать отверстие, потом поставить люверсы. Все люверсы повыпадали. Они не держатся, потому что слишком большое отверстие получается. Ну как, оно небольшое, но уже отверстие там свободно не держит. Мне надо, чтобы они стояли поплотнее. Поэтому я их не провязываю, а просто что я делаю. Вот у меня есть такой универсальный инструмент. Это обычная палочка для суши. Я себе наметила, я уже на одном поставила люверсы. Я уже закончила, обвязала, все, и люверсы поставила. Почему я буду сначала ставить люверсы, потом обвязывать? Потому что мне будет неудобно поставить самый нижний люверс. Не смогу клапан отогнуть, потому что здесь будет уже на все обвязано, прикреплено. Тут же вы помните, что у меня здесь 2 петли и с обратной стороны 2 петли. И вот эти вот 4 петли не дадут мне хорошо вывернуть клапан. И люверс будет сложно поставить, я намучаюсь.
Итак, я разметила. Вот здесь у меня будет люверс. Вот здесь 4 люверса будет. 2, 3 и нижний вот тут 4. И поэтому я сначала делаю дырочку, вернее отверстие, растягиваю свое вязание, вставляю вот так. Видите? Продвигаю более толстым концом. Потом переворачиваю, вставляю с изнанки. Опять-таки расширяю как можно больше, чтобы оно растянулось. Теперь беру люверс. Он как раз у меня садится на эту палочку. Проталкиваю. Вот он у меня с обратной стороны вышел. Беру ответную часть. Вот ответная часть. Надеваю ее. И потом, вот у меня есть такой чудо-инструмент, по которому я бью, вставляю вот этой частью. Вот она, видите, она такая с ребрами. И когда я вставлю сюда и ударю молоточком, красиво разворачивается люверс. Тем более, что сам люверс, он немножко надрезан, там есть такие прорезы, и это позволяет хорошо развернуться ему. Значит, но здесь я этого делать не буду, потому что если я сейчас начну тут грохать молотком, я развалю всю свою студию. У меня нет специального приспособления, я считаю, что оно мне не нужно, поскольку у меня нет выпуска в промышленных масштабах своей обуви. И многие инструменты я просто не приобретаю, потому что это громоздко, негде его хранить, и оно в принципе мне не надо. Если я делаю единичные вещи, то зачем покупать что-то громоздкое для красоты кадра? Поэтому я буду делать это молоточком, вот таким пробойничком. Пошла устанавливать люверс. Потом покажу вам результат. Люверсы установлены. Вот с обратной стороны, я не знаю, видно вам или нет, вот стаканчик развернулся на такие отдельные сегментики и обхватил шайбочку. Теперь он у меня не вывалится никогда. Я после того, как пробила через инструмент, который помог развернуть эти звездочки, потом еще чуть-чуть молоточком простукала, слегонца простукала просто молоточком, чтобы не было заусенец здесь, чтобы оно все было гладенько и не царапало ноги, ну и наши женские колодки. Так, теперь я начинаю обвязывать. Вот с этой стороны у меня с изнанки есть 2 петли, которые относятся у меня, вернее 2 полупетли, которые у меня относятся к язычку. Значит, я начинаю с ближайшей к язычку, присоединяю нитку. Вам, конечно, не видно эти полупетельки, но поверьте мне на слово, вот они у меня. Вот она первая, тут вторая. Второй мы вернемся позже. Присоединяю нитку. Петля подъема. Сюда же провязываю столбик без накида. И перехожу на язычок. Прокладываю кончик, чтобы его обвязывать. Вот самая первая петля. Ну да, петля, будем говорить так. Сюда я провязываю столбик. Без накида. И так по периметру язычка я буду провязывать до противоположного края язычка. Так, просто обычными столбиками без накида. В каждую петлю я провязываю дважды, потому что у меня здесь провязано один раз обычный столбик, второй раз у меня провязан столбик
удлиненный. И поэтому у меня получается как бы 2 раза надо провязать. Потому что там, где у меня провязан обычный столбик, эта петелька скрыта уже под длинной петлей. Под длинным столбиком, и я до него до той петли не могу добраться, поэтому я провязываю в одну петлю дважды, 2 столбика. Итак, в каждую петельку, потом поверху, опять-таки кончик проложу и дойду до противоположного края, покажу, что дальше буду делать. Довязала я столбики без накида до противоположного края язычка. Теперь опять-таки вот я нахожу 2 эти полупетли свободные, и в одну из них я провязываю последний столбик без накида, который я, вернее, не который я, а последний столбик без накида, обвязки столбиками без накида. Тавтология, конечно, получилась. Вот я провязываю сюда, вам не видно эту полупетлю, но опять-таки, поверьте мне на слово, провязала. Теперь вот она, вторая полупетля, я сюда провязываю соединительную петлю. И начинаю вязать назад рачьим шагом. То есть, кто знает, тот знает, что такое рачий шаг. Я вяжу с лицевой стороны, но в обратную сторону. Вот самую первую петлю провязываю. Провязала первую петлю. Тут вначале сложновато, потому что тесновато. Вторая. И так до конца вяжу все петли, каждую петлю, вернее, каждую петлю провяжу столбик рачьим шагом. Вернусь сюда, покажу, что я сделала. Довязала я до конца. Теперь я нахожу вторую полупетлю, то есть заднюю стенку петли, и в нее провязываю соединительный столбик. То есть я закрепляю нитку, еще раз провяжу, чтобы закрепить, вытягиваю и обрезаю. Все, язычок у меня обвязан. Теперь мне надо начинать обвязывать клапаны и полностью весь кроссовок. Наверное, когда вы увидели, как я поставила люверсы, решили, что слишком близко и вверху, и со стороны. Но это не так. Обвязка немножко их отодвинет визуально, и все будет нормально. Так, начинаю обвязку вернее, клапана и бортика. Вот первая полупетля, которая у меня, здесь-то ее хорошо видно, если с изнанки там было плохо видно, вот она. Я, ой, извините, упал мой кроссовок уже, тут что с люверсами. Так, провязала столбик. Теперь в ту петельку, с которой начиналось вывязывание клапана, провязываю. И точно так же, как язычок, обвязываю столбиками без накида. Я единственное, что вам покажу, что я делаю вот здесь вот в уголочке, а дальше все как и язычок. Вернее, я обвязывала. Сначала обвяжу столбиком без накида, назад вернусь рачьим шагом и точно так же буду крепить во вторых этих полупетлях. Довязала я до верхушки клапана, и самую верхнюю петлю клапана я провяжу 3 столбика без накида для того, чтобы закруглить
верхушку, чтобы она выглядела более красиво. 2, 3. Видите, уже немножко отодвинулась кончик клапана от люверсов. А когда я провяжу еще и рачий шаг, то вообще они окажутся на месте. И дальше по одному столбику вяжу до противоположного клапана. Вот смотрите, получилась закругленная верхушечка. Точно то же самое я сделаю и на втором клапане, когда довяжу до угла. Так, обвязала я верх. Вот как у меня на клапане получилось. Видите, что совершенно не близко у меня люверсы. На это было рассчитано, на обвязку. Вы можете просчитывать свои варианты. Если вы не собираетесь обвязывать, значит надо пробивать люверсы немножко подальше. Если вы будете обвязывать, учитывайте, что обвязка придаст еще какое-то отдаление от края. Так, но это еще не все. Я еще буду делать обвязку вот по низу. Тут, где у меня переходит зеленый и красный, и красный, желтый цвет, чтобы скрыть некоторые тут погрешности, я еще проложу здесь обвязку. Вот у меня здесь проложена обвязка, но это было сделано на том этапе, когда я связала бортик, и я провязала между двумя рядами такую обвязку, чтобы придать какой-то более законченный вид. И сейчас я сделаю это по периметру, там, где у меня меняется цвет. Так, начинать обвязку я буду с внутренней стороны. Вставляю крючок, нитку достаю из кроссовка, то есть внутри у меня нитка, и начинаю обвязывать. Я буду провязывать соединительные петли вот таким образом. Такая строчка у меня получится по периметру подошвы. Вернее, не подошвы, а уже кроссовка. Кончики я потом буду прятать, а сейчас я просто обвязываю. Конечно, в мыске это будет сложновато делать, но не смертельно. Зато это того стоит. Скроются некоторые дефекты перехода цвета. Изменение цвета будет более заметно. Ну, я думаю, вы уже поняли, что-то я тут напутала, но очень далеко от глаз и проблематично. Сейчас я еще пару раз провяжу, чтобы показать. Рука у меня внутри кроссовка, я набрасываю на крючок нитку и дальше отвязываю. Обошла я по кругу. Вот отсюда я начинала вязать. Сейчас я протяну эту петлю в эту, наизнанку, вытяну ее. Все, протянула, замкнула круг. Я протянула петлю, замкнула круг. Что я делаю теперь? Теперь я вставляю крючок выше и вытягиваю эту петлю сюда. Подтяну. И так же, как по низу я провязывала обвязку, я сейчас обвяжу по вот этой линии, вот где у меня идет тоже соединение желтого с зеленым, до следующего бортика.
Точно так же, все точно так же. Только здесь немножко попроще. Здесь у нас нет мыска. В основании каждого столбика, который был провязан, я вставляю крючок и провязываю обвязку до следующего бортика. Довязала до противоположного бортика. Последний стежок соединяю с нижним, вот с этим, с этой прошивкой с нижней, соединяю, вытягиваю нить, обрезаю, вставляю крючок с изнанки сюда же и эту нитку вытаскиваю наизнанку. Все, там я ее закреплю. Все, закончила. Мои кроссовки имеют более-менее законченный вид. Закрыты все погрешности перехода цвета. Может, где-то что-то и выглядывает, но это уже минимально. По крайней мере, вид совсем другой. Итак, завершила я свой титанический труд. Связала кроссовки. Так они выглядят. Я думаю, вы уже в начале видео видели, как они смотрятся на ногах, потому что я выложила фотографии. Ну, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Буду стараться почаще выкладывать видео и радовать вас и себя тоже, естественно. Я люблю это делать. Ну, на этом все. До новых встреч. Берегите себя, своих родных и близких. Пока-пока.